Жаркий день в Калифорнии. Еврейское кладбище Холмы Бессмертия. Хоронят одного из самых знаменитых наших артистов. Когда уже все разошлись, Савелий пошел к себе в спальню, и Илюша Баскин вернулся к нему. И когда он зашел к нему в спальню, он увидел, что Савелий лежал и плакал, потому что он уже понимал, что это последняя встреча. Савелий Крамаров был человеком достаточно мудрым. И он говорил своим друзьям, что лучше сняться в маленькой роли со знаменитыми актерами. Поэтому то, что Крамаров снимался по несколько минут в фильмах, в которых снимался Шварценеггер, Сталлоне и другие известные актеры, дало ему возможность получать денег гораздо больше. Я не могу называть суммы, которые он получает, но овчинка выделки стоит. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. А имя Василий Алибабаевич, Вася. Хорошо. Как верблюда. Красиво, правда? Позвольте мне переставиться. Иван Ильич Винников. Я Григорий Мазурский, ваш связной. Мы только что прилетели из Вашингтона. Да, мы взяли первый самолет сюда, как только получили эти новости. В кино я играю алкоголиков, хулиганов и придурков. Наверное, поэтому меня везде принимают за своего. Любил шутить Савелий Крамаров во время выступлений. Зрители действительно обожали актера с необычной внешностью, который заряжал позитивом каждого, кто оказался рядом с ним. За кадром в жизни Крамарова было мало веселого. Тяжелое детство, проблемы в личной жизни и вынужденная эмиграция. Биография артиста пестрит трагическими событиями. Пик популярности Крамарова пришелся на начало 70-х годов. «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» – эти ленты заставили каждого жителя СССР восхищаться талантом актера. Ходили слухи, что он просто невероятно богат. Жил в знаменитом круглом доме на Мосфильмовской набережной, ездил на белой иномарке и купался во внимании поклонников. У него был Volkswagen Букашка и в гараже двойной комплект запчастей. Казалось бы, при таком уровне популярности актер мог покорить любую женщину, но личная жизнь у звезды не складывалась. После короткого брака с сокурсницей Людмилой артист пытался обрести семейное счастье еще 3 раза. Отношения с архитектором Марией продолжались 13 лет. Женщина мечтала о ребенке из семьи, но их первенец умер в младенчестве. После такого удара возлюбленные пытались наладить отношения, но повторно завести ребенка так и не решились. После смерти Савелия Викторовича его последняя супруга Наталья трогательно рассказывала о Марии, стерпевшей ради любви к звезде многие унижения. Он говорил, что он все время был в поиске чего-то нового в жизни, все время. У него даже такая присказка была, что лучший враг хорошему. Он в поисках лучшего потерял свою жену Машу, которую он очень любил. Говорят, Маша многое ему прощала. Он ведь мог неделями, а то и месяцами не видеться с ней, делилась Наталья. Кстати, она долгое время не знала, что Савелий все время находился в каких-то отношениях с другими женщинами. Он искренне любил Машу, но это не мешало ему искать новых ощущений на стороне. Савелий так на Маше и не женился. Помню, на мой вопрос, почему же они все-таки разошлись, вздыхал. Дурак был молодой, слава в голову ударила. Все время был в поиске, а лучшее – враг хорошего. Вот в поисках этого лучшего я Машу и потерял. Единственную дочь Крамарову подарила вторая жена Марина. Долгожданную наследницу артист назвал в честь матери Бенедиктой, неоднократно признаваясь, что малышка является самой большой и искренней его любовью. Вот только рождение девочки не предотвратило скорое расставание Савелия Викторовича с Мариной. Вторая законная супруга сбежала в Лас-Вегас с годовалой Бенедиктой, заставив артиста еще больше переживать из-за своей ненужности на чужбине. Казалось бы, после успеха, обрушившегося на Крамарова в начале 70-х, его ждет пожизненная любовь зрителей. Да, публика действительно ценила артиста, а вот партия давно относилась негативно. Во-первых, на экране Савелий Викторович все чаще воплощал образы странноватых, маргинальных мужчин, портящих имидж идеального советского государства. Во-вторых, дядя артиста неожиданно эмигрировал в Израиль,
что фактически ставило крест на успешной карьере. А тут еще сам актер начал увлекаться йогой и посещать синагогу. Он был очень религиозным человеком и не отказался от веры ни тогда, когда понял, что за ним следят, когда он выходит из синагоги. В какой-то момент количество актерских предложений свелось к нулю. За 3 года 12 часов съемочных, конечно, это ничто для такого известного человека. Его сняли с титров. В титрах его не было. И Крамаров начал гастролировать с концертной программой по стране. Однако это не приносило достаточно средств и творческого удовлетворения. В итоге артист решил эмигрировать в Израиль к дяде, но власти СССР отказались выпускать его из страны. Крамаров получил приглашение от дяди из Израиля, но родина знаменитого артиста отпускать не хотела. Прекрасно понимая всю бедственность своего положения, актер решился на отчаянный шаг. Отправил письмо президенту США, бывшему актеру Рональду Рейгану. Пронизанное отчаянием послание под названием «Как артист артисту» стало настоящей сенсацией и почвой для международного скандала. Уважаемый господин президент, помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом не может. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки, даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ, знает ли она Савелия Крамарова, то она обязательно откроет рот, даже будучи чекисткой, и скажет: а как же, смешной артист. Много раз смотрела фильмы с его участием, кого он только не играл. Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы иначе, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, по-видимому, помочь мне в этом вопросе не может, просил актер у президента. Его письмо было несколько раз передано по «Голосу Америки». Разумеется, после столь громкого заявления в Советском Союзе Крамаров был просто обречен. В случае с Крамаровым не стали препятствовать выезду. Что-то сломалось в нашей машине. И начали не то что выпускать, а выгонять. Он верил в Америку, о том, что маленький человек по фамилии Крамаров может стать безумно богатым, великим. Я его назвал человек бескорыстно любящий бабло. Он считал, что он незаслуженно здесь зарабатывает эти копейки гребаные. Но никто не встретил его в Голливуде с распростертыми объятиями. Нет, роли у Савелия Крамарова были. В США его имя значится в титрах порядка 10 картин. Но в СССР за 20 лет он сыграл более 60 узнаваемых киноролей. Из-за жуткого акцента артисту предлагали преимущественно эпизодические или малоизвестные роли. Лишь благодаря упорству и принципиальности он смог добиться успеха и на чужбине. В какой-то момент его даже взяли в местную актерскую гильдию, что для иммигранта было огромной удачей. Да, от нас. Все-таки, наверное, тяжело было уехать и жить там. Как долго вы привыкали, адаптировались? Ну, в общем, конечно, это, в общем, было, наверное, не очень сложно первое время, потому что я большую часть жизни прожил в России. И как-то оборвать все было сразу не так было легко. Я говорю чисто где-то морально, понимаете, потому что материально было все, я был очень устроен, потому что я сразу получил большой контракт, большую работу, это Москва на Гудзоне, и, в общем, это все, картина прошла очень успешно, и была хорошая пресса о картине, обо мне, меня отмечали тоже. Так что в этом отношении было все прекрасно, так сказать, творческая сторона дела. Ну, так сказать, вот где-то немножко моральное, это было немножко первые годы, а потом все нормализировалось. Потом я привык, потому что я уже 10 лет как живу там. Первым американским фильмом Крамарова, который называли откровенно антисоветским, стала лента Пола Мазурски «Москва на Гудзоне», а первым экранным партнером советского эмигранта оказался пока еще малоизвестный Робин Уильямс, для которого это был всего 5-й полнометражный фильм его актерской фильмографии. Картина рассказывает о последних годах жизни СССР, дефиците, очередях, цензуре. Прототипом главного героя фильма стал Владимир Сермакашев, известный в 60-е годы советский джазовый саксофонист и композитор, в 1973 году эмигрировавший в США и взявший псевдоним Влад Вест. Крамаров сыграл сотрудника КГБ, он был рад получить эту роль.
Тогда актер плохо говорил по-английски, из-за чего очень переживал. Но чего он точно не ожидал – увидеть упоминание нелестное о себе в советской газете. Не думал, что на родине о нем вообще когда-нибудь еще будут писать. Также его фамилия вырезалась из титров фильма в советском прокате. Выглядело, конечно, странно, но чиновники явно считали это достойной карой удравшему. Кстати, больше половины актеров фильма «Москва на Гудзоне» также советские беженцы и невозвращенцы. Но главную роль Володи Иванова американский режиссер фильма никому из бывших советских актеров так и не решился доверить. Ее сыграл Робин Уильямс, который был очень далек от всего того, что показано в фильме. Савелий Крамаров рассказывал, что во время съемок он достаточно тесно сошелся с Робином и много помогал ему с репликами на русском. И если Крамаров довольно сносно говорил по-английски, то для Уильямса русский язык был сродни китайскому, то есть очень сложным, непонятным и бесконечно далеким. Крамаров хотел работать и принимал все предложения о съемках. В Голливуде его звали на небольшие роли выходцев из СССР. По американским законам гонорары от проката фильмов даже после смерти артиста выплачиваются его наследникам. Савелий Крамаров был человеком достаточно мудрым. И он говорил своим друзьям, что лучше сняться в маленькой роли со знаменитыми актерами. Поэтому то, что Крамаров снимался по несколько минут в фильмах, в которых снимался Шварценеггер, Сталлоне и другие известные актеры, дало ему возможность получать денег гораздо больше. Я не могу называть суммы, которые он получает, но овчинка выделки стоит. Он сыграл советского космонавта в фильме «Космическая Одиссея-2010», продолжение легендарной космической Одиссеи Стэнли Кубрика. Появился в «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером, в «Танго и Кэше» с Сильвестром Сталлоне, «Любовной истории» с Уорреном Битти, Аннет Беннинг и Кэтрин Хепберн. Платили ему не очень много, его типаж в США оказался не понят и не востребован. Зато в США он наконец осуществил мечту всей своей жизни, сделал операцию и исправил косоглазие. И другая мечта тоже сбылась. Он стал отцом прекрасной девочки Васи. Малышку назвали так в честь мамы актера. После болезненного развода и многочисленных карьерных злоключений Крамаров встретил свою Наташу, женщину, которую ждал всю жизнь. Она смогла вселить в него веру в светлое будущее. Но тут в судьбу Савелия Викторовича ворвалась болезнь, та самая, которая однажды лишила его матери. Я плакала, сидела с ним вместе в машине. Он не плакал, он просто ругался, как последний бендюжник. Я никогда не слышала, чтобы Савелий так вот матюкался. Очень было тяжело. Но он тут же стал делать какие-то звонки. Он все равно надеялся, он был готов бороться. Савелий Крамаров неоднократно признавался, что всю жизнь боялся заболеть именно раком. Памятая о муках матери, он постоянно проходил медицинские осмотры и даже практиковал лечебное голодание. Вот только все эти методики оказались бездейственными. В январе 1995 года артист внезапно почувствовал себя плохо. При осмотре ему был поставлен неутешительный диагноз – рак прямой кишки. Крамаров хотел жить вечно, фанатично. Он заботился о своем здоровье. Когда он приходил ко мне в гости, он приносил с собой маленькие баночки с какими-то проросшими зерновыми, там, пшеницей или еще, своей водой, своими продуктами, которые он считал панацеей от всех его болезней. Он не выпивал. Он делал какие-то свои чаи, зеленые или какие-то там растительные. Он очень серьезно относился к своему здоровью. А для него все было важно. То есть он ко мне иногда подходил и говорит: Олег, ты накачанный. А ты как вообще качался? Я говорю: ну, периодически было дело. Он говорит: ну, я тоже начал. Я говорю: ну, молодец. У него был, как мне кажется, патологический страх смерти. Говорил с ним по телефону, и он сказал: что-то нога в последнее время сильно болит. Ну, нога. Ну, сходи к врачу. Первый вопрос: рак? Он сказал: да. Я приехал, он уже не говорил. По иронии судьбы, незадолго до этого Крамаров получил большую роль в серьезном драматическом проекте, которую ему так и не суждено было сыграть. Химиотерапия и операция по удалению опухоли негативно сказалась на самочувствии артиста. За тромбозом последовал первый инсульт, а потом и второй, унесший жизнь Савелия Викторовича в возрасте 60 лет.
Чуть позже жена Наташа вспоминала, что незадолго до смерти Крамаров обрел все, о чем только мог мечтать. Я до сих пор не могу принять то, что его так стремительно унесло от меня. Все желания исполнились в его жизни. Дом купил, в кино снимался, любимую женщину встретил, ребенка родил. Больше желать было нечего, он всю жизнь искал свою любовь, но так получилось, что нашел ее слишком поздно. Вот на вершине счастья его жизнь резко оборвалась. Я часто вспоминаю его мудрые слова. Все суетимся, бежим куда-то, а надо жить по-другому. Проснулся, увидел солнце и радуйся. Как бы плохо ни было здесь, это все равно лучше, чем там, вспоминала супруга. После эмиграции Крамаров возвращался в Россию 2 раза. В 1994-м, за год до смерти, во время приезда в Москву, актер совершил невероятный поступок. Вывез из страны в США прах матери. По словам последней жены звезды, он так и не признался, где захоронил останки родительницы. Самого Крамарова похоронили неподалеку от Сан-Франциско, на еврейском кладбище. Чуть позже друзья поставили на могиле актера памятник в виде гримерного столика с занавеской и театральными масками, лежащими на нем. Ведь даже после смерти каждый проходящий мимо должен был знать, что здесь покоится великий актер.